Привет, друзья, Миран на связи. Наконец-то мы вернулись к номерным выпускам Metal Music Madness, так что начинаем плавный спуск в недра андерграундного металла. Для начала разберем интересную прослойку групп, о которых вы, вероятно, не слышали. То есть группы-то не самые затворнические, но некоторые их альбомы, несмотря на свою идейную составляющую, многие металлхеды почему-то обходят стороной. Так, это весьма необычно. Нет, весьма необычно было, когда я нашел человеческую ступню в духовке. А это просто странно. Только концептуальные альбомы сегодня на Metal Music Madness. Сперва немножечко матчасти. Альбом называется концептуальным, когда все песни в нем связаны единой идеей или сюжетной линией. Это накладывает на музыкантов некоторые ограничения в процессе работы. Следовательно, такие альбомы писать труднее. Но, тем не менее, они стабильно выпускаются и выпускаются в довольно больших количествах. Поэтому выбор критерия для отбора альбомов для выпуска оказался весьма непростым. Поэтому я просто взял свои любимые концептуальные работы. Так что сейчас я с радостью расскажу вам о своих пристрастиях в данном направлении и начну повествование со шведской группы Seventh Wonder. Seventh Wonder — это очень годный прог-пауэр, известный многим тем фактом, что в этой группе начал свой стремительный взлет Томми Каревик, поющий ныне в Камелот. Томми сейчас и в составе Seventh Wonder числится, но группа уже 5 лет сидит без новых альбомов, что обидно, но объяснимо плотностью камелотовского графика. Но лично я особо не расстраиваюсь, потому что в дискографии Седьмого Чуда есть один концептуальный альбом, который я готов переслушивать еще очень-очень долгое время, без потребности в свежих релизах. Он называется Mercy Falls. А сейчас я буду нещадно спойлерить, рассказывая сюжет. Так что если у вас пригорает от одного слова спойлер, то поставьте видео на паузу, прослушайте альбомы из этого выпуска, их список есть в описании, и возвращайтесь к просмотру. Уже готовы? Мое дело предупредить. Так вот, двое молодых людей, муж и жена, попадают в автомобильную катастрофу. С девушкой все в порядке, а вот парень на несколько лет попадает в кому. И фактически он и есть главный герой истории. Весь альбом представляет собой сон этого персонажа, некое ментальное путешествие внутри его разума, в течение которого он приходит в город Mercy Falls, своего рода промежуточная стадия между жизнью и смертью. В этом сне главного героя имеют место два ключевых события. Первое, он находит заброшенный дом, в котором заточена одинокая плачущая женщина. Ее он отождествляет с собой, а сам дом с разумом, внутри которого он путешествует. Главный герой решает вызволить эту женщину из заточения, предполагая, что это поможет ему вернуться к жизни. И второе ключевое событие. На Mercy Falls надвигается шторм, способный разрушить весь город, и жители всеми силами пытаются ему противостоять. И вот этот шторм символизирует операцию по пересадке спинного мозга главному герою от донора его сына. И этот процесс, соответственно, происходит уже в реальной жизни и является последней надеждой семьи на выздоровление главного героя. Но жители Mercy Falls пережили этот шторм без потерь. Fall
быть, операция по пересадке спинного мозга прошла неуспешно, организм отторг донорский материал. А главный герой в своем сознании проник в дом с плачущей девушкой и остался там, пред безграничной тьмой, олицетворяющей, видимо, смерть. Я не знаю, как менее высокопарно пересказывать сюжет. Ну и кульминацией является наэпичнейшая, наипроникновеннейшая баллада «Our Last Goodbye», в течение которой главный герой прощается с семьей, и жена принимает решение об отключении его от аппарата жизнеобеспечения. Серьезно, хотите выдавить слезу из слушателя? Пишите вот песни в 3/4. Перед самой смертью у главного героя случаются флешбеки, которые, кстати, прекрасно аудиализированы. И нам открывается причина автокатастрофы, становится понятно, почему его организм отторг спиной мозг сына. Да, хэппи-энда нет, главный герой умирает, финальная песня альбома The Black Parade олицетворяет его переход в иной мир, но мы получаем пачку мудрых наставлений от Seventh Wonder. А сейчас мы немного поговорим о музыканте, которому по-хорошему надо бы потом целый выпуск посвятить. Ведь это Дэвин, мать его, Таусенд. И если мы говорим о концептуальных альбомах, то что вспоминается в первую очередь? Indeed. Ziltoid the Omniscient. В 2006 году канадский музыкальный кудесник Дэвин Таусенд решил записать полностью сольный альбом. Самому сочинить, самому записать все инструменты, самому свести. В итоге все это ему удалось. Правда, пришлось, конечно, прибегнуть к помощи пары человек для дополнительных голосов, но это все фигня в контексте такого релиза. Дело в том, что из-под пера сэра Дэвина вышел не просто альбом, а метал-опера или даже метал-мюзикл на тему инопланетного вторжения, сродни фильму «Марс атакует». Вкратце сюжет. Пришелец из 4-го измерения Ziltoid the Omniscient прилетел на Землю в поисках идеальнейшей чашки кофе. Черного. Земляне принесли Зилтоиду кофе недостаточно хороший. И началась межгалактическая война. Музыка на данном релизе на 100% таусендовская. Мощь и агрессия Strapping Young Lad встречается с юмором Punky Brewster и перекликается с фирменной хитовостью маэстро. Кстати, по поводу хитов. На этом альбоме мы впервые слышим трек Happy Drive, который потом переиздавался на Addicted. Несмотря на минимальное количество человека сил, затраченное на производство, сюжет не обделен действующими лицами. Сам Ziltoid со своей свитой, земные антагонисты сержант Бомбер и капитан Спектакулар, Раста — создатель всего сущего и уничтожитель планет по имени Герман, который не любит мюзиклы. Забейте, просто послушайте. Завершается альбом
пробуждением нерадивого продавца в кофейной лавке, которому вся эта пурга приснилась. Но это не значит, что обаятельный пришелец Зилтоид больше не может появиться в нашей реальности. Еще как может. Что он и сделал в 2014 году на альбоме Z Squared. Альбом Z Squared, или Z2, вышел в виде двухдискового издания под маркой Devin Townsend Project. Причем первая его часть, Sky Blue, сегодня нам особо не интересна, потому как именно второй диск, Dark Matters, повествует о Зилтоиде. На этот раз история подается в виде театральной постановки с еще более закрученным сюжетом. Зилтоид пытается колонизировать Землю, потому что на ней есть кофе. Он выкрал крынгоподобного пузыря с Титана, чем изрядно разгневал принцессу Блатарию. Ее роль исполняет Доминик Ленор Перси из Stolen Babies. И все это, конечно, вылилось в вооруженное столкновение на территории Земли. Куда ж без этого? Taste of her death ray. Don't reach out, no refunds, everybody takes. You have the sunlight to feed your vocation. And there is not a man who falls to death transmission. She has a fine one, come further to the mission. Конец всего произведения, естественно, получился непредсказуемым. Зилтоид в процессе своих стратегических перебежек опять зафейлился с Planet Smasher'ом, потому что Герман не любит мюзиклы. В итоге принцесса Блатария убивает капитана Спектакулара, который оказывается двойным братом Зилтоида. Вот это поворот! Ну а потом Блатария забирает с собой Зилтоида, забирает лучший земной кофе и улетает вглубь космоса. Конечно, я неистово советую всем внимательно слушать этот альбом. Там полно чумовейших диалогов и интересных деталей. И сверх того, огромнейшим ништяком для нас всех станет DVD Ziltoid Live, который выйдет 13 ноября. Чувствую, это будет круто. Ну а сейчас мы поговорим о группе, которая все свои альбомы, коих на данный момент скопилось аж 4 штуки, делает концептуальными. Конечно же, это нидерландские симфоблэкеры Карак Энгрен. Вот тут я уже покороче буду излагать. 4 альбома, подобный рассказ может затянуться. Для начала пара слов о музыке. Карак Энгрен, на мой взгляд, довольно уникальный симфоблэк. Их оркестровки очень замороченные и отлично передают настроение треков. И также, среди прочих, группа выделяет прекрасно читаемый вокал Серегора. Все истории можно понять, не читая текстов, что для Блэка, согласитесь, редкость. Карак Энгрен поют о призраках и подобных паранормальных явлениях. Даже свои самые первые записи они посвятили этой тематике. Демка про двигающиеся гробы в Chase Vault и Миньон про белую даму из Рейнхом Холл, которая запечатлена на самой популярной фотографии привидения. Ну а свой дебютный альбом они посвятили призраку замка Ламендам, невесте, убитой своим ревнивым возлюбленным. Она почему-то не простила такую дерзость и начала мстить, сводить с ума, убивать. Роковая женщина. Во втором альбоме Карак Энгрен решили пройтись по фольклору и представили свою версию легенды о летучем голландце под названием Death Came Through a Phantom Ship.
Первые 3 трека на альбоме рассказывают об экипаже современного буксира, который поймал радиосигнал с голосом капитана летучего голландца. Ну а потом команда увидела его воочию. После капитан буксира в приступе лунатизма убил свою жену и дочь и застрелился сам. Интересно, это летучий голландец признаменовал беду или женщина на борту? И зачем он вообще тусил с семьей на буксире? А затем на альбоме начинается повествование о Филиппе Вандердекене и о том, как он стал капитаном проклятого корабля. История всем известная, но послушать еще одну ее интерпретацию в Symphony Black явно не повредит. Третий альбом Where the Corpses Sing Forever повествует о событиях разных войн – Первой, Второй мировой, даже войны во Вьетнаме. Там история такая. Солдат получает приказ расстрелять 7 военнопленных. Он приводит приказ в исполнение, но вместо предсмертных хрипов жертвы издают ехидные смешки, и пули им типа не вредят. А затем 7 военнопленных, которые вовсе не люди, а некое подобие демонов, проникают в сознание солдата и обрекают его стать частью ужасных военных историй и вечно мучиться в этом кошмаре. И слушая музыку и читая тексты, надо отдать должное фантазии Серегора Ико. Врач, который ампутировал конечности всем вокруг и кормил ими их же по их собственному желанию. Или абсолютный победитель в номинации «Пытайся убить себя, убей своего друга и парализуй себя на пару лет». В общем, жутко, жутко. But then he wants his friend who's trying to prevent him from killing himself again. Die for his own determined suicide. Here comes the part where he sticks the Luger into his mouth. He shot twice in the spine from behind and blows out his face all over the ground. Ну и новинка 2015-го «This is no fairy tale». Звучит он как-то повзрослее, что ли. Может, это потому, что аранжировки немного изменились, или это заслуга Питера Тагдерона, который сводил данный полновес. На этот раз и лирика взяла немного иное направление. Да, все так же страшно и зловеще, но вроде без призраков. История рассказывает о 2 детях, которые сбежали в лес от принявшей ислам наркологи мамки и алкаша-насильника бати. В лесу они нашли пряничный домик. Но дальше история развивается по знакомому сценарию Ханселя и Гретель. Ну, почти. Детей похитил какой-то поехавший маньяк, который убил парня на глазах сестры, а потом методично, день за днем, кушал все, что от него осталось. Так продолжалось до тех пор, пока девочке не удалось сбежать. И вот она, свобода. Но тут она просыпается в своей спальне, и к ней врывается пьяный отец. И настоящий кошмар только начинается. Такие вот жестокие эти Карак Энгрен. Что мы имеем в итоге? Трагическая история о любви, лжи и смерти у Seventh Wonder, межгалактическая эпопея про кофемана Зилтоида у Дэвина Таусенда и вселяющий ужас легенды у Карак Энгрен. Это лично мой топ концептуальных альбомов, ну а вы пишите в комментариях названия своих любимых подобных релизов, ну и закидывайте их в предложку нашего паблика ВКонтакте. И как нельзя кстати, 14 ноября Карак Энгрен приезжает в Москву в клуб Rock House.
Это действительно то событие, которое нельзя пропускать. Ссылки на концерт вы найдете в описании к видео, так что прямо сейчас бегите за билетами. Мы, конечно же, тоже там будем, поснимаем МММ лайв, поговорим с музыкантами и с вами. И еще хочу поделиться с вами новостью из московских музыкальных кругов. Недавно мой хороший друг Леус из группы Fiend дал мне послушать наработки своего нового альбома, над которым он работает уже долгое время. И должен сказать, это будет круто. Отличный пример того, когда старание и целеустремленность позволяют тебе самому записать наикачественнейший материал. Так что по-дружески подпишитесь на паблики Fiend и будьте первыми, кто услышит данную работу. Ну и не забудьте подписаться на наш канал на YouTube и на наш паблик ВКонтакте. Тогда процесс поиска новой музыки станет простым, как никогда. С вами был Миран. До связи.